Приветствую вас на моем канале, с вами Миронова Виктория. Сегодня я буду делать коррекцию вот этим ногтям. В прошлый раз они были полностью залиты клеем, но сегодня уже все хорошо, покрытие относилось отлично. Как всегда, коррекцию начинаю со снятия старого материала. Изначально убираю длину, для этого использую большую твердосплавную фрезу с черным маркером. Материал снимаю почти весь, внимательно проверяю, чтобы нигде не было воздушных карманов. Если пропущу отслойку, то потом новое покрытие быстро отвалится, а это не очень приятно. Ведь это дискомфорт как клиенту, так и мне, ведь нужно будет искать время, чтобы переделывать работу. Пилкой 180 грит придаю форму свободному краю, сглаживаю неровности на поверхности ногтя. Также снимаю глянец натурального ногтя, этим же я и приподнимаю чешуйки для лучшей сцепки материала. Хорошо прохожусь пилкой в зоне кутикулы и боковых валиков, чтобы избежать в дальнейшем от отслоек. Раскрываю проксимальную складку для дальнейшей работы с аппаратом. Пулевидной фрезой с острым носиком, включив 15 тысяч оборотов, сначала на форварде, потом переключив на реверс, обрабатываю зону кутикулы и боковых валиков. Когда на ногтевой пластине не осталось загрязнений, могу приступить к нанесению дегидратора. Далее наношу бескислотный праймер. Плотным слоем наношу базовое покрытие. Использую каучуковую базу для гель-лака от Коди. Последнее время заметила, что на плотном слое базы твердый материал носится лучше, чем на тонком. Набираю шарик акрилатика на шпатель и переношу его на ноготь. Сегодня использую полимикс от Атика оттенок Beige. Кистью, смоченной в спирте, равномерно распределяю материал по ногтевой пластине, стараясь аккуратно разгладить материал в зоне кутикулы и боковых валиков, чтобы не было резких ступенек. Очень важно, чтобы кисть была влажной, но не мокрой, ведь вместе с жидкостью под кутикулу будут заплывать частички материала. А когда материал высохнет в лампе, то его придется выпиливать из-под кутикулы. После полной просушки вытираю остаточную липкость. Хочу вам показать в работе свою новую фрезу. Это тонкая керамическая насадка, которой очень удобно убирать натуральный ноготь из-под смоделированного. Я очень давно смотрела на нее, но так как цена немного кусается, всегда думала, что я могу обойтись. Но в этот раз, когда заказывала новые фрезы, просто не удержалась и все-таки заказала. Пока я очень довольна. Она отлично справляется со своей задачей. Еще ни одной насадкой мне не удавалось вычистить все идеально из-под ногтей, так что рекомендую. Далее беру пилку 180 грит и делаю основной опил. Сначала подпиливаю торец, придаю ногтю нужную мне форму, потом приступаю к опилу поверхности ногтя. Тщательно опиливаю зону кутикулы и боковых валиков. Свожу переход от искусственного материала к натуральному ногтю на нет.
Когда ноготь приобрел уже приличный вид, могу приступать к маникюру. Ножницами срезаю кутикулу. Большим шаром с красным абразивом шлифую боковые валики и срез после ножниц. Фреза вращается по часовой стрелке на скорости примерно 5000 оборотов. Теперь можно приступать к дизайну. За основной цвет клиентка выбрала яркий красный с морковным оттенком от Атика номер 124. Он очень плотный, если захотеть, можно положить его в один слой. А в дополнение к такому яркому оттенку буду рисовать флористику, а именно маки. На правой руке композиция расположится на среднем и безымянном пальце, а на левой украшу безымянный палец. Кто постоянно смотрит мои видео, знает, что я обожаю рисовать цветы. Весь рисунок я рисую гель-лаками и только тонкие прорисовки делаю гель-краской.
Когда последняя линия просохла, перекрываю ноготь топом без липкости от Nail Apex с двух сторон. Вот такой дизайн у меня сегодня получился. Очень яркий и насыщенный. Теперь моя клиентка точно не останется без внимания. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого. И, конечно, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока, до встречи в новом выпуске!